Глава 56. Битва световых сфер. Юй-Чжитун, я просто хочу еще раз тебе напомнить, что если со мной что-то случится, тебе от этого лучше не будет. Ты знаешь, что душа твоя долго не протянет в своем нынешнем состоянии, и что от меня зависит, найдешь ли ты себе новое тело. Так что если есть что-то, что ты хочешь сказать, говори сейчас, пока еще есть время. «Я не буду злиться, если ты не скажешь», — сказал доктор Мо, как он готов отказаться от любой попытки выведать скрытую информацию от таинственного юноши. Из этих слов становится очевидным для Ханьли, что доктор Мо на самом деле очень боялся что-то делать в последний момент, чтобы вызвать его падение, и искал больше уверенности в том, чтобы его планы не были нарушены. В ответ на слова доктора Мо, который полностью понимает риски, связанные с его действиями, ответил спокойно: «Нет смысла менять свои планы, и если я сделаю это, возможно, моя семья пострадает от небесной кары». Кроме того, после использования техники 7 признаков, поглощающих душ ценой своей фундаментальной сущности, ты временно получишь определенное количество магической энергии, позволяющей использовать несколько простых заклинаний, но с твоим существованием в настоящее время ты уверен, что сможешь все выполнить такое заклинание. После Юй-Чжитун дал присягу против насилия по отношению к доктору Мо, он ткнул в его слабое место, не оставив пути для доктора Мо отказаться. Хотя Ханьли не был религиозным, прислушиваясь к их диалогу, он молился молча небесам, чтобы доктор Мо оставил свои коварные планы. Это кажется нелепо, но это было единственным, что он мог сделать. «Хорошо, я буду использовать то, чему я доверяю, и игнорировать то, что я нет. Поскольку есть такие большие преимущества, вполне естественно, что будут какие-то риски», — сказал доктор Мо после принятия решения. Услышав это, казался вполне счастливым, и радость появилась в его словах. «Смотри, это правильный ход мыслей. Подумай об этом. Ты изначально был простым смертным без духовных корней, не в состоянии ступить на путь бессмертия. Но если этот план будет успешным, все изменится. С твоим новым телом и мощным духовным фундаментом большие секты или кланы будут просить тебя присоединиться. Мало того, что твое тело будет невосприимчивым к болезни и смерти, что позволяет жить в 5 раз как дольше, чем обычный смертный. Ха-ха, тогда я поверю тебе в этом вопросе. Не волнуйтесь, я Мо Цзюйжэнь, человек своего слова. Что я скажу, определенно будет сделано. Когда я обрету успех в этом начинании, я немедленно помогу тебе найти подходящее тело с крепкой духовной основой. Я тебе обещаю, я не подведу тебя, братишка Юй». Выслушав обещание, смысла волноваться доктору не было, тогда он решил действовать добрым тоном, обращаясь к Юй-Чжитуну. «Тогда, если это так, то спасибо большое, брат Мо. После вашего успеха я буду в одиночку учить тебе всей агротехнике, что есть в моем распоряжении», — сказал хитрый Юй-Чжитун. Он знал, что он успешно заманил Мо Цзюйжэнь в свои сети. Ханьли слушал, как двое беззастенчиво рассуждали об использовании его собственного тела, не спрашивая его мнения. Хотя он понимал, что не смог ничего сделать, учитывая его нынешнее положение, но чувствовал раздражение от того, как они не дали ему слова. Как только доктор Мо развеял его сомнения и принял решение следовать плану, он, не задерживаясь, сразу же вытащил несколько золотых иголок и вонзил их в его миксу, точку, расположенную на затылке. Он сразу же ощутил прилив сил, его тело наполнилось энергией, достаточной для осуществления следующего этапа своего плана, и увеличило его шансы на успех. Он шагнул туда, где Ханьли лежал, усадил его в вертикальном положении для медитации, а сел перед ним, скрестив руки на груди, крепко обнимая его за плечи. Тогда доктор Мо исполнил небесную технику. С волной его руки красный луч света выстрелил из его ладони и ударил в образец, который лежал под ним, заставив нефриты, размещенные по периметру схемы, светиться. Доктор Мо продолжал шептать заклинание, которое произвело фееричный и умопомрачительный эффект, в результате те, кто его слышал, засыпал. Пение продолжалось, Ханьли почувствовал глубокое чувство усталости, заставляющее все сказаться как в тумане, он медленно терял сознание.
Нехорошо, подумал Ханли, отлично зная, что это имело желаемый эффект таинственного распева, и что, когда он упадет без сознания, его тело станет одержимым. Держась за эту мысль, Ханли не поддался искушению сна. Прикусив язык, он стал щипать себя было быстро, но поскольку он был не в состоянии контролировать свое тело, в конце концов, как бы он ни старался, он не смог бороться с последствиями приворота и упал в глубокий сон. Перед тем, как он упал без сознания, последнее, что он увидел, было красивое лицо доктора Мо. В этот момент, однако, доктор Мо больше напоминал уродливого дьявола, чем красивую фигуру. Последние слова, которые Ханли хотел сказать доктору Мо: «Ваше уродство подходит вам». В бесконечной тьме его подсознания Ханли приснился очень странный сон. Во сне он был размером с кулак шаром из зеленого света, который был счастлив и свободен в своем мирке. Но вскоре после этого, размером с большой палец желтый шар со злым умыслом внезапно вторгся в его сон. Увидев зеленый шар, желтый шар света агрессивно зарядил зеленый шар света, внезапно открывая его рот, чтобы укусить зеленый шар, которым был Ханли. Конечно же, Ханли не был слаб, и он открыл рот, чтобы ответить. После нескольких обменов, Ханли легко окончил битву, проглотив желтый шар света. Ханли радовался победе, но скоро еще один непрошенный гость вошел в его подсознание. Это иностранное юридическое лицо и зеленый шар света, который был много раз больше, в размер с Ханли, но не содержал свечения и блеск. Когда враг увидел шар Ханли, он был в шоке, колебание появилось на его поверхности. После того, как Ханли испытал потрясающее желание пожирать другие световые шары, завидев нового врага, как он направился прямо на своего врага с намерением поглотить его. Неприятель, увидя атаку Ханли, скрипя сердце, предпочел броситься вперед и вступить в бой. Хотя противник был во много раз больше, чем Ханли, его атаки были лишь немного сильнее, чем желтый шар света Ханли. Осознав свое невыгодное положение, захватчик попытался повернуться и убежать, но Ханли не дал ему так просто уйти и бросился в погоню, повергнув в бегство захватчика. Оккупант был очень хитрый и скользкий. Каждый раз, когда Ханли, казалось, ловил его, зеленый шар отрезал ту часть, которая была поймана, и продолжать бежать. В итоге захватчику удалось сбежать, но его масса тела стала 1/3 своего первоначального размера. Хотя Ханли неохотно отпустил своего оппонента, он ничего не мог поделать с этим и поэтому решил ждать больше врагов, чтобы вторгнуться так, чтобы он мог пожрать их. К сожалению, больше никаких световых сфер не пришло, и он продолжал плавать вокруг. Глава 57. Пробуждение тела, гибнущий враг, скрытый в глубине сердца, ледяной холод медленно появился и быстро распространился по всему телу Ханли, выводя Ханли из ступора. Когда Ханли пришел в себя, первое, что он почувствовал, было огромное давление в голове, сопровождавшееся волнами боли по всему телу. Он чувствовал себя неописуемо слабым, как в начале тяжелой болезни, и он не смог открыть отяжелевшие веки, неважно, сколько усилий он потратил. Все еще немного ошеломленный, Ханли смог вспомнить события, которые произошли перед тем, как он вырубился. Ханли боролся за контроль над своим телом, когда мгновенное ощущение паники мелькнуло в его голове, вызвав адреналин и позволяя ему быстро оценить ситуацию вокруг него. «Ух!» Он воскликнул в шоке после того, как он понял, что его мысли не были захвачены доктором Мо. Правда, он едва мог шевелить веками, не говоря уже об остальном теле, но волны боли, распространяясь по всему телу, сказали ему четко, что он обрел контроль над своим телом и что доктор Мо был не в его планах. Почему план доктора Мо не сработал? Он сделал что-то не так. Полное удивление, Ханли не смог придумать правдоподобного объяснения своего нынешнего положения. Едва сдерживая волнение в своем сердце, Ханли терпеливо ждал, чтобы его тело вернуло часть своей энергии, прежде чем он еще раз попытается открыть глаза. После короткой, но напряженной битвы ему удалось открыть веки, чтобы увидеть, что происходит вокруг него. Первый образ, который он видел, когда он открыл глаза, был доктора Мо в ужасном состоянии, его волосы были белыми, лицо его было худым, сморщенным и изможденным.
Казалось, он был почти на 10 лет старше, чем он был до своей юношеской трансформации. С такой внешностью было невозможно представить его старше. Его черты казались воплощением слова «старый», и теперь он был просто жалкий старик. Перед Ханли глаза доктора Мо широко раскрылись, он уставился на него с выражением ярости. Сам Ханли был столь же потрясен, и его мышцы сразу напряглись. Чувство слабость покинуло его тело, единственная мысль, которая звенела в нем, была желанием сделать первый шаг и одержать верх. Исходя из преподнесенного урока, Ханли не хотел снова попасть под чужой контроль. Но потом Ханли понял что-то странное. Лицо его соперника, казалось, застыло от страха, и у доктора Мо не было никаких признаков дыхания. Стало очевидно, что он был мертв, и, возможно, были мертв довольно долго. Не желая рисковать своей безопасностью, Ханли продолжал наблюдение с нахмуренными бровями, исключая все, что могло бы его выдать. После 30 минут внимательного изучения Ханли был вынужден признать, что доктор Мо был действительно мертв, он не был похож на живого человека. Поколебавшись, Ханли осторожно подполз к нему и протянул одну руку, чтобы схватить доктора Мо запястье за запястье, а другой рукой под носом. В таком положении он немного подождал, но реакции так и не последовало. Это было окончательным подтверждением смерти доктора Мо, только после этого Ханли почувствовал, как его сердце успокоилось. Чувство угнетения, которое он чувствовал, было окончательно отброшено. До сих пор Ханли всегда сомневался в смерти доктора Мо, его большой враг, хитрый и коварный доктор Мо, вряд ли мог так легко умереть от неизвестной причины смерти. Ханли почесал лоб, только чтобы понять, что блокирующего душу талисман исчез без следа. Это заставило Ханли чувствовать себя странно. Он позже узнает о талисманах и об уплотнительной технике, и только тогда он поймет, что произошло. Кажется, что вся власть в желтом талисмане была использована, и таким образом он рассыпался в труху, поэтому Хань не смог найти его. Теперь расслабились Ханли, решил продолжать быть осторожным и начал обследовать местность вокруг доктора Мо, чтобы увидеть, есть ли там какие-то следы жизни. Ханли заметила, что свечи все еще горят, сигнализируя ему, что прошло не так уж много времени. С другой стороны, их блеск стал тусклым, и они уже не привлекали внимания. Обращая свое внимание в сторону левого угла каменной комнаты, он остановился на объекте, который ранее напал на Ханли. Это был объект вторжения зеленого шара, ему удалось вырваться из его объятий, но лишь потеряв до 1/3 своей массы. В это время он отчаянно пытался копаться в углу комнаты, видимо, боясь Ханли и пытаясь спрятаться от его взгляда. Забавно, что Ханли смотрел на эту сцену, одной рукой поглаживая подбородок. Затем он быстро встал и подошел к шару света. Только когда он был в полудюйме от сферы света, он остановился и медленно открыл рот. «Я думаю, мы оба знаем друг друга. Ты должно быть Юй Чжитун. Я прав?» Зеленый шар, в котором был Юй Чжитун, начал дрожать и мерцать на звук его имени, и после остановки на мгновение он снова начал ярко светить. «Ты правильно догадался. Кажется, ты действительно ученик доктора Мо. Ты точно как он, с тобой сложно и трудно иметь дело», — сказал шар света, принимая свою судьбу. По его голосу, Ханли мог бы сказать, что это действительно был молодой человек, которого Ханли услышал, беседуя с доктором Мо. Он не пытался скрыть свою личность и лишь подтвердил мысли Ханли. Теперь, зная, с кем он имел дело, Ханли спросил: «Поскольку ты был одним претендентов, чтобы отнять мою жизнь и обладать моим телом, не должен ли ты попытаться объясниться?» Ханли не выявил никакого гнева, когда он разговаривал с преступником, напротив, он был довольно спокоен. Даже так, Юй Чжитун, видя безразличное отношение Ханли, был в недоумении относительно того, что делать, испытывая чувство страха. В недавнем бою между двумя душами он напал на Ханли, возможно, даже часть его души была поглощена, в результате чего его внутренняя ци снизится наполовину. Оставшаяся половина его внутренней ци может быть использована только для выполнения второстепенных заклинаний, которые не позволяли ему убить Ханли ни силы, чтобы защитить себя,
чувство страха вселилось в его сердце. «Что ты хочешь знать?» Он знал, что Хань Ли недавно избежал ситуации, угрожающей его жизни, и, следовательно, не будет эмоционально стабильным. Хотя он может выглядеть спокойным и собранным, кто знает, как он действительно себя чувствует. В каком-то смысле его можно было сравнить с вулканом, никто не способен точно предсказать его взрыва. Юй Чжитун понял, что лучший вариант — соблюдать все требования Хань Ли без испытания его терпения загадками или хитростью. Последнее, чего он хотел, это видеть Хань Ли в гневе и страдать от своих необдуманных действий. «Я хочу, чтобы ты честно рассказал мне все, где и как именно ты познакомился с доктором Мо. Прямо сейчас единственный ресурс, который у меня есть в моем распоряжении — время, так что я буду слушать все, что вы должны сказать», говоря, Хань Ли, казалось, был в маске, его лицо скрывало все его эмоциональные колебания от восприятия Юй Чжитуна. Глава 58. Бессмертный культиватор. Кстати, я тоже жертва. Начав говорить, Юй Чжитун пытался добиться сочувствия Хань Ли, изо всех сил старался преуменьшить связь между ним и доктором Мо, вплоть до разрыва всех связей. Однако, его поступок был напрасным. Хань Ли не пошевелился. Без особого вдохновения Юй Чжитуну пришлось продолжить объяснение. Изначально я был бессмертным культиватором. Юй Чжитун честно рассказал Хань Ли свою историю, объясняя все подробности и обстоятельства о том, как он познакомился с доктором Мо, как он оказался в своем нынешнем состоянии. Конечно, в своей сказке он представляет себя жертвой, скидывая все обязанности и вину на мертвого доктора Мо. Ведь мертвецы не рассказывают истории. Хань Ли, естественно, не полностью верил в то, что он рассказал. Но сравнивая историю, которую он только что слышал, со словами доктора Мо, когда он был еще жив, Хань Ли сделал вывод, что около 70–80% истории, которую он только что услышал, были правдой. Это было маловероятно, но возможно. После откидывания неправдивой части истории, Хань Ли уже имел общее понимание истины. У доктора Мо не было причин лгать ему о своем прошлом. Истории, которые он слышал от доктора Мо, что он попал в засаду и решил искать пути, чтобы восстановить его оригинальные полномочия и вид, должны быть правдой. Для доктора Мо нет необходимости лгать ему об этом. Впрочем, Хань Ли припомнил, что доктор Мо сказал ему раньше, что он нашел таинственную книгу, которая обозначила путь, чтобы восстановить его жизненную силу. Обдумав все, что произошло, Хань Ли решил, что история была ложной, потому что она не совпадает с тем, что Юй Чжитун рассказал. В конечном итоге, врач сумел вернуть себе молодость, благодаря Юй Чжитуну, но он также был проклят из-за Юй Чжитуна. Изначально, Юй Чжитун был членом клана культивации. Ему удалось воспитать стиль вечной весны до 7-го уровня. Можно сказать, что он имел некоторый опыт, но, в конечном счете, из-за его таланта, он не имел продвижения в вечном спринте искусств и таким образом был не в состоянии удовлетворить требования для участия в стадию заложения фундамента. Культиваторы, которые не были на стадии заложения фундамента, не могут рассматриваться культиваторы на всех. В крайнем случае, их можно рассматривать только мощным смертным, на полпути до точки входа в царство бессмертных культиваторы. Из-за того, что Юй Чжитуну не удалось достичь прорыва, он решил изучить светский мир просветления в надежде совершить прорыв в своем сердце, преодолевая преграду, которая запрещала ему добраться до этапа создания фундамента. Конечно, он надеялся, что ему удастся встретить редкие драгоценные травы, так что он сможет состряпать духовные таблетки, чтобы помочь ему в его культивировании. Однако он знал, что шанс был мал в лучшем случае, это был вопрос везения. С большими надеждами и ожиданиями в голове, 20-летний Юй Чжитун прибыл на место, которое культиваторы называют «светский мир». Увлекательный мир там был полным чудесных событий и увлечений, что ослепило Юй Чжитуна. В своем изначальном состоянии ум не может считаться прочно стабильным, менее чем за несколько лет он уже деградировал. Он стал не более чем заслуженный влиятельного клана гостя и начал наслаждаться роскошным великолепием мира.
В результате сердце его бессмертия постепенно ослабевало. Что касается предателей клана, через 100 лет ученики, как имена учеников таких, как Юй Чжитун, были официально удалены из реестра клана. Акт был эквивалентен утверждению, что предатели-ученики больше не имели никаких связей с кланом и будут считаться смертными. Ученик Юй Чжитун никогда не сможет вернуться в клан. И если ни один из его прямых потомков не будут иметь огромный потенциал, чтобы идти по пути бессмертных культиваторов, ему не будет разрешено вернуться. Если это продолжилось, Юй Чжитун потерял бы возможность самосовершенствоваться, но жизнь была бы полна декаданса, и он все еще мог бы купаться в золоте. Это было чрезвычайно распространенным явлением для культиваторов, кому не удалось прорваться на стадию заложения фундамента, так что ничего удивительного. В один прекрасный день, неизвестно, небеса ли ему помогли или госпожа удача решила улыбнуться ему, но когда Юй Чжитун прогуливался по улицам города, он решил войти в духовную аптеку по наитию. К его удивлению, он заметил редкие и крайне выгодные духовные травы. Имя духовного растения было известно как травы крови духа. Для тех, кто не знаком с травами, его чрезвычайно сложно распознать, поскольку внешний вид этой травы был на 95% похож на траву кровавого пота. Кто знает, может, невежественный торгаш и сам их перепутал. Юй Чжитун, естественно, ликовал, когда он увидел травы крови духа. С этой духовной травой существенно возрастут его шансы на прорыв через бутылочное горлышко. Глоток духовной травы был сродни раздуванию огня, искры в бессмертном сердце постепенно вновь начали полыхать. Но когда он собирался приобрести травы, еще один бессмертный культиватор вошел в магазин. Видя такую благотворную духовную траву, он воевал с Юй Чжитуном над покупкой. Видя такую ситуацию, владелец магазина предложил им решение. Трава будет продан тому, кто предложил наибольшую цену. В итоге Юй Чжитуну удалось выиграть торги с минимальным перевесом. После победы он поспешно вышел из магазина. Он знал, что другой культиватор не сдался бы так легко. Юй Чжитун был в панике и решил, что возвращение в его клан было бы самым безопасным. Но на половине пути другой культиватор его догнал, и началась огромная битва. Другой культиватор был сильнее него, и таким образом Юй Чжитун в итоге потерпел жалкое поражение. Но он не желал отдать духовные травы. Скрипя зубами, Юй Чжитун решил использовать свое последнее средство. Он достал единственное оставшееся сокровище, дарованное ему его кланом, поставив на обманчиво храбрый фронт, показывая поддельные намерения погибнуть вместе со своим противником. Таким образом, Юй Чжитуну удалось напугать другого культиватора. Даже если он добьется победы, он был очень травмирован. Именно в этот момент он встретился с доктором Мо, который также пытался найти выход для себя. По неопытности, Юй Чжитун тупо показал, что он нес чрезвычайно полезные духовные травы. Просто так Юй Чжитун обрек себя на гибель. Он не знал, что доктор Мо отчаянно искал лекарства от своей травмы. Теперь, когда он знал о лекарстве, способном излечить его, он исчерпал все свои методы, пытаясь получить его от Юй Чжитуна. Однако, согласен ли на это Юй Чжитун? Он слишком нуждался в чудодейственной силе трав, чтобы оправиться от полученных травм. Нынешний он ничем не отличался от обыкновенного смертного. Видя, что его усилия переговоров были неудачны, ненависть образовалась в его сердце. Доктор Мо успокоил себя и, казалось, принимал свою судьбу со вздохом. Он был хитр и мог позволить себе подождать хорошей возможности. Доктор Мо решил отравить Юй Чжитуна до смерти. В нормальных условиях обычные яды будут неэффективны против Юй Чжитуна. Однако яд доктора Мо, весьма необычный яд без противоядия, уже страдают от тяжелых травм. Юй Чжитун теперь получил сильнодействующий яд. Он боролся с каждым движением, но он оказался на грани смерти. Именно в этот момент доктор Мо показал себя и пошел к Юй Чжитуну. Только теперь Юй Чжитун понял, что произошло. Он никак не позволит доктору Мо добиться успеха просто так. Даже в таких ужасных обстоятельствах он должен найти способ дольше жить.
В гневе он не имел другого выбора, кроме как использовать кровь проклятой души, трансмутируя все в сущность крови и духовной энергии, его тело в кровь, проклятие, плевки на доктора Мо. После этого душа Юйчжитуна быстро покинула его тело. После этого Юйчжитун понял, что он ошибся. Он забыл подготовить душу. Нет выбора, он должен был проникнуть в тело доктора Мо. Ведь без души-то он неизбежно рассеется. Как проклятие кровь брызнула на доктора Мо, он был в ужасе, но после того, как он успокоился и понял, что ничего странного не произойдет, он ослабил свою защиту и перестал думать об этом. Основываясь на своих элементарных знаниях о лекарственных гранулах, он обыскал труп Юйчжитуна и не мог найти никаких таблеток. Как и ожидалось, таблетки от бессмертного культиватора необычайно эффективны. После того, как он поглотил таблетки, внутренний ци доктора Мо был восстановлен. Доктор Мо смеялся безумно и взял манатки Юйчжитуна, в том числе стиль вечной весны, которые он не мог понять. Прежде чем он ушел, доктор Мо решил вернуться и взять реванш над всеми своими врагами после восстановления от травмы. Глава 59. 3 больших нерушимых правила. У доктора Мо было немного счастливых дней. Проклятие резкого сокращения смертности раскрыло свои смертоносные побочные эффекты, и его жизнь сокращалась на год каждый день. Он был в ужасе от такой скорости старения и пытался сделать все, чтобы найти способ контролировать аномальные эффекты проклятия, но не было никакого успеха. Он знал, что если так продолжится, он не будет жить долго, так как его тело начинает подводить его, и он, в конце концов, умрет, как любой другой пожилой человек. Юйчжитун, с другой стороны, был в еще худшей ситуации. Когда его душа вошла в тело доктора Мо, он медленно, но мучительно быть ассимилирован с душой доктора Мо. Уподобление произошло бы, если бы душа оставалась в инородном теле в течение длительного периода времени. Так как одно тело может содержать только одно сознание, тем сильнее душа будет пытаться подчинить себе более слабые души, тем самым положив начало длительному процессу ассимиляции. Юйчжитун решил от безысходности выявить все, что он знал о том, почему они хотели тело Ханьли. Он не хотел этого делать не потому, что он лоялен в глубине души к доктору Мо, а потому, что он боялся 3 крупных нерушимых правил в мире культивации. Во-первых, культиваторы должны ненасильно вселяться в тело обычных смертных, так как они были не в состоянии выдержать огромный стресс, заставляя организм в конечном итоге сгореть. Во-вторых, только те, у кого больше магическая сила, сможет успешно перегнать орган культиватора со слабой магической силой и не пострадать от любой формы контрудара. Чем больше разрыв между уровнями власти, тем безопаснее это будет для попыток обрести владение. В-третьих, культиватор способен обладать телом единожды за всю свою жизнь, как бы ни была сильна их магическая сила. Если они пытаются проанализировать владение тела вторично, душа их погибнет в обязательном порядке. Хотя количество людей, которые пытались нарушить 3 правила, неизвестно, 3 больших нерушимые правила не нарушались. Эти 3 правила сокращали бесчисленное количество злых культиваторов, которые пытались использовать технику владения телом, и мешало им создавать бедствия в мире смертных. Небеса одобряли действия, которые идут вразрез с волей небес, потому, несмотря ни на что, небеса не позволили бы самосовершенствоваться, если это повергнет мир в хаос. Если бы доктор Мо был культиватором, Юйчжитун бы не был в такой ситуации, он бы имел реальные шансы на обладание телом доктора Мо, но так как доктор Мо был обычный смертный без намека на духовную ци, не было никакого способа для Юйчжитуна овладеть своим телом, опасаясь, что на полпути через обладание, тело доктора Мо будет не в состоянии справиться со стрессом и в конечном итоге сломается. Даже если бы Юйчжитуну удалось найти еще одно тело, чтобы обладать им, процесс ассимиляции был бы неизбежен, и он мог бы попасть в более тяжелое положение, так как каждый раз, когда он выходит и входит в новое тело, он теряет немного своей духовной ци, которая быстро расходуется. Когда это случается, Юйчжитун перестанет быть в состоянии войти и покинуть тело по желанию, и даже может быть на неопределенное время застрять в чужом теле и в итоге ассимилироваться.
Важно также отметить, что без тела он не смог пополнить свою магическую силу с помощью медитации, поэтому каждый раз, когда он использовал магическую силу, она была потеряна навсегда. В то же время его магическая сила тоже просочились в медленном, но устойчивом темпе, и даже он не знал, как долго его душа могла поддерживать его нынешнем виде. Так что если бы Юй Чжитун нашел культиватора, способного использовать небольшое количество магической силы и способного выдерживать владение, он бы не стал рисковать и оставил бы свое нынешнее тело, которых было то же, что у доктора Мо. Только когда тело доктора Мо было мертво из-за проклятия крови, он оставил бы душу Юй Чжитун без тела. После развала тела доктора Мо тело от проклятия крови, он оставил его без тела, чтобы вернуться, и тот факт, что Хань Ли может поглотить оставшиеся жизненные силы, Юй Чжитун решил временно отложить в сторону свою ненависть и дать Хань Ли все, что угодно. Когда доктор Мо впервые услышал о плане Юй Чжитуна для оживления своего тела, это заставило его разозлиться, но он быстро понял, что это отличная возможность быстро добиться своей цели, показав, что он был человеком с чувством собственного достоинства. Во-первых, доктор Мо должен следовать инструкциям Юй Чжитуна и контролировать свое сознание, так чтобы он не усвоил его душу. Юй Чжитун также научил доктора Мо нескольким секретным методикам, которые позволили ему замедлить скорость старения, а также временно разрешили использовать его магическую силу. Тогда доктору Мо надо найти кого-нибудь с крепкими духовными корнями, который также был бы в состоянии практиковать стиль вечной весны, научить его колдовать, а затем ждать, когда придет время, прежде чем доктор Мо обретет способности использовать магическую силу, чтобы решительно взять на себя тело другого человека для того, чтобы начать новую жизнь. Искреннее желание доктора Мо пройти путь развития постоянно высмеивал Юй Чжитун, так как он знал не понаслышке, как трудно было для обычных смертных использовать магическую силу, так что он был просто смертным культиватором рта 4 без духовных корней. После того, как доктору Мо удастся обмен на тело с духовными корнями, и он будет иметь достаточно времени на отдых, он продолжит, чтобы помочь Юй Чжитун найти подходящее тело для владения, а затем предоставит любую помощь Юй Чжитун, чтобы владеть своим новым телом. Из условий выше, кажется, доктор Мо получает большую выгоду от этой сделки, но ничего не поделаешь, Юй Чжитун попал в неудобное положение с оставшимися силами души под постоянной угрозой ассимиляции. В конце концов, Юй Чжитун был вынужден принять этот невыгодный договор с некоторыми потерями. Однако было неясно, действительно ли он был в убытке. В конце концов, единственным человеком, который бы знал точные условия договора, должен быть он сам. С одной стороны, Юй Чжитун предположил, что доктор Мо должен вернуться к своей семье и попросить о помощи, но стареющий человек отказался даже рассматривать такой вариант, к постоянной досаде Юй Чжитуна. Не стоит долгих обсуждений факт, что в дальнейшем доктор Мо провел большую часть своего времени, пытаясь безуспешно отыскать подходящее тело и неохотно войти в секту Семи Тайн, где Хань Ли его принял в ученики и научил его стилю вечной весны. После того, как Хань Ли закончил, услышав эти слова, он испустил глубокий вздох, как запутавшийся человек, и ответил Юй Чжитуну. Видя, как Юй Чжитун остановился, лицо Хань Ли померкло, и он холодно сказал: «Кажется, ты еще не рассказал мне, как доктор Мо умер». Юй Чжитун неуверенно открыл рот и сказал: «Есть еще что-то, достойное внимания. Доктор Мо недооценил твою скорость культивации стиля вечной весны, и его магическая сила была не так сильна, как твоя, поэтому он не смог взять твое тело, и его душа была поглощена. Так, желтый шар света, который сначала вошел в мое тело, был доктором Мо, а второй зеленый светящийся шар был ты», Хань Ли спокойно заявил, как будто во вторжении в его тело не было ничего страшного. «Ну, об этом в то время я думал, что и ты, и доктор Мо были исчерпаны, и я не хочу терять эту возможность, и поэтому я думал, что я мог бы одолжить твое тело ненадолго», неловко ответил Юй Чжитун. «Хэн, я боюсь, что это не причина, почему ты напал. Я думаю, что ты все это спланировал с самого начала». Юй Чжитун, бьюсь об заклад, что когда ты впервые объяснил процесс обладания телом с доктором Мо, у тебя не было никаких благих намерений,
и поэтому ты не удосужился упомянуть о том, что успешность владения телом была напрямую связана с разницей в силе. Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты все это спланировал с самого начала. Ты заставил доктора Мо использовать самоуничтожающую технику поглощения 7 душ против моей 4-го уровня культивации стиля Вечной Весны, который почти ничем не уступает в плане мощности, так что мы оба стали бы исчерпан на грани исчезновения вместе. После боя была ничья, ты бы шагнул и пожинали плоды кропотливой работы доктора Мо и в конечном итоге завладели бы моим телом. Я думаю правильно, культиватор Юй. Хань Ли спокойно изложил свои предположения. После долгой минуты молчания Юй Чжитун выдохнул, выражая свое уныние. Без опровержения он сказал: «Я изначально хотел, чтобы дать тебе пустые дифирамбы, но сейчас я искренне имею в виду, когда я говорю, что ты чрезвычайно умен. Ты даже затмеваешь своего учителя, доктора Мо. Ты правильно догадался. Все это было спланировано мной, но я никогда бы не подумал, что твой талант культивации был настолько высок, что ты сможешь натренироваться до 6-го уровня стиля Вечной Весны, только один уровень ниже меня, за такой короткий промежуток времени. Ты не только легко поглотил душу доктора Мо, но и сильно истощили мою душу, и я даже потерял большую часть своей души». После завершения его голос вдруг обернулся в гордый «Ха». Доктор Мо был лишь обычным смертным, но он хотел стоять на равных с нами, культиваторами. Он был даже достоин, не так ли? Глава 60. Испытание яда. Юй Чжитун был очень уверен, что сможет склонить Хань Ли, поскольку считал, что не было никого, кто мог бы противостоять тому, чтобы ступить на путь культиватора и соблазну бессмертия. Он вспомнил, как доктор Мо ненавидел его, но все равно закончили с ним работать и даже иногда пытался попасть в его расположение, полагая, что это сделает Юй Чжитуна более покорным. К большому разочарованию Юй Чжитуна после того, как Хань Ли услышал его заманчивые обещания, он не выявил даже намека на волнение, его лицо осталось бесстрастным и неподвижным, как всегда. Что касается вопроса о сотрудничестве, мы обсудим это позже. Сейчас у меня еще один вопрос, на который, я надеюсь, ты дашь мне вразумительный ответ, Хань Ли сказал мягко, спокойно смотря на светящийся шар. Если я отвечу на этот твой вопрос, тогда ты будешь готов к сотрудничеству со мной. Это зависит от твоего ответа, удовлетворит ли он меня. Хорошо, спрашивай. Юй Чжитун тут же пообещал, чем продемонстрировал свое понимание того, что человек должен научиться уступать под давлением. Хань Ли не сразу ответил, но вместо этого поднял голову к потолку, он глубоко задумался о том, как ему сформулировать вопрос. Увидев торжественное лицо Хань Ли, Юй Чжитун не мог не испытывать чувство страха, прокравшееся в его сердце, он сам удивлялся, какую головную боль вызывают сомнения о том, о чем Хань Ли спросит его. «Я хочу знать, если есть какие-либо негативные побочные эффекты от поглощения души доктора Мо, потому что я в настоящее время чувствую боль в голове, почти как если бы она заполнилась до полного разрыва с информацией, чего я не могу признать», сказал Хань Ли, наконец, упомянув о главном переживании с тех пор, как он проснулся. Прослушав этот вопрос и понимая, что Хань Ли беспокоился о такой небольшой проблеме, Юй Чжитун сразу почувствовал, как беспокойство в его сердце рассеивается, и даже его голос поменялся. «Хе-хе. Так тебя это беспокоит? Ну, братишка, ты слишком много волнуешься. В самом деле, теп не надо так переживать. Если ты действительно хочешь знать, информация, которую ты чувствуешь вторгнутую в мозг, будет медленно исчезать в течение года или 2, так что тебе совершенно нечего беспокоиться. Так что ты говоришь, что вещи, которые я поглотил, абсолютно бесполезны и что я совершенно не в состоянии удержать их. «Я не доверяю тебе в этом», — холодно сказал Хань Ли, посмотрев на Юй Чжитуна со следами подозрения на его лице. «Говорить, что ты даже не можешь удержать, немного не так, но то, что ты можешь удержать, это действительно лишь малая часть его знаний». Юй Чжитун быстро закончил объяснение из боязни, что Хань Ли мог что-то неправильно понять. К примеру, ты не сможешь коснуться вошедших воспоминаний, впечатлений и эмоций,
И даже если ты поглотишь их, существует высокая вероятность, что ты мгновенно станешь умственно отсталым, твоя личность будет развиваться вразрез с версией самого себя, твое сознание рухнет, и мозг в конечном итоге лопнет, что приведет к смерти. Ты должен понять, что душа — это самое ценное, чем человек может обладать, как это может очень легко сочетаться с другими вещами. Это правда, что ты можешь поглотить чужую душу, и он временно отдохнет в твоем подсознании, но чтобы сделать это самостоятельно, ты просто выдаешь желаемое за действительное. В противном случае, если простое обладание телом может позволить тебе поглотить все воспоминания, опыт, приемы ЦИ, тогда что заставит весь мир погрузиться в хаос? Если бы все было так просто, то кто бы честно практиковал культивирование вместе с выходом и осмотром в разных мирах этого мира, когда они могли бы получить все это просто через поглощение чужого тела? Как только душа расходуется, единственное, что можно использовать, немного поглощенной энергии, оставленной души, которая затем может использоваться, чтобы укрепить собственный резервуар энергии за короткий промежуток времени. Это связано с тем, что эти виды энергии вырываются быстро, оставаясь в организме всего несколько дней, прежде чем рассеяться вместе с растерзанием души. Как только он уйдет, ты не сможешь использовать это. Как Ханьли продолжал слушать объяснения Юйчжитуна, он медленно положил последнюю тень сомнения, что он нес в своем сердце, потому что он мог бы сказать по голосу Юйчжитуна о том, что он не врет. Ведь стало очевидно, что Юйчжитун был в поисках подобного сотрудничества с Ханьли, похожей на то, что было у него с доктором Мо. Он знал, что Ханьли испытывал его, чтобы он не смел лгать. Когда Юйчжитун закончил последнюю фразу из своего объяснения, он увидел, что Ханьли кивал головой и не мог помочь, но чувствовал облегчение, так как он знал, что Ханьли поверил ему. В то же время Юйчжитун спросил поспешно: «Младший брат Хань, кажется, ты удовлетворен ответом, что я предоставил, так что не думаешь ли ты, что сейчас было бы хорошее время, чтобы обсудить условия сотрудничества?» Конечно же, умея работать с культиватором, станет для меня превеликим удовольствием. Ханьли сказал искренним тоном, сверкая широкой улыбкой, что показало его белые зубы, которые блестели в свете свечей. Действительно? Юйчжитун взволнованно спросил в недоумении, и ему даже не пришлось уговаривать Ханьли, который все решил сам. «Конечно», — ответил сухо Ханьли. Затем он вытащил что-то из своей одежды и сказал Юйчжитуну в привычном тоне: «Теперь, когда мы партнеры, ты не против небольшого теста для меня, прежде чем мы что-либо обсуждать?» «Тест». Юйчжитун помолчал, прежде чем взглянуть на знакомый предмет цилиндрической формы в руках Ханьли. Плохое предчувствие закралось в его сердце. Правильно. Более конкретно, тест яда. Ханьли произнес эти слова, подняв объект в форме цилиндра до его большого пальца, который затем вызвал какую-то черную жидкость, доводящую прогорклый запах прямо к своей цели. Ах! Юйчжитун издал резкий, болезненный крик, когда черная жидкость покрыла весь зеленый шар света. Зеленый шар заметно потускнел, показывая, что он получил сильные травмы. Ты посмел напасть на меня, чтобы отравить меня». Юйчжитун кричал хрипло, все еще в недоумении, он не мог принять событие, то, что только что произошло. Ханьли не обращал внимания на гневные окрики Юйчжитуна и вместо этого потянулся за кинжалом, расположенным на поясе чуть выше его живота. Затем он быстро вытащил его шуа, обнажив блестящий клинок. Кинжал был одним из тех, что редко встретишь, нефритовые кинжалы, у него были лезвия, которые были несравнимо гибкими. Кинжал был так велик, в костяшку и около полуметра длиной. Ханьли получил этот обоюдоострый кинжал, заплатив большую сумму денег для того, чтобы кузнец сделал его на заказ согласно спецификации Ханьли. Ханьли не специализируется на оружии, он не имел возможности вывести этот кинжал во время борьбы с доктором Мо, но, похоже, настало время для него, чтобы использовать его. Ранее Ханьли держал это оружие, спрятанное на его теле, почти не имея возможности использовать его. Его лицо потемнело и его улыбка исчезла, не будучи в состоянии использовать кинжал, который он заплатил большую сумму денег. Он посмотрел на дрожащий комочек света с апатией и, не говоря ни слова,
взял летающий шар вперед, он зверски зарубил зеленый шар, как будто он рубил дерево.